С вами профессиональный колорист. Подробно разберем блонд окрашивания через мелирование темных волос. Первая часть мелирования пудрой капус на 2 расчески стайпера с крупными и редкими зубчиками. И вторая часть удаления желтизны после мелирования краской Estelle. Какие краски и тоники убирают желтизну в конце видео. Первые мы делаем на голове 3 пробора. И у нас получилось 3 зоны, 2 боковых и 1 затылочная. Я беру первую прядь затылочной зоны, продеваю волосы через расческу, немного оттягиваю их вниз. Захватываю верхние волосы, а нижние оставляю внизу. Вот формула состава для мелирования. Это безаммиачная пудра капус, которая дает меньше желтизны. И мы загибаем кончик фольги и подкладываем ее под первую прядку. И хорошо промазываю ту часть волос, которая не окрашена ранее. Вот на схеме видно, что на край фольги не рекомендуется заходить, а то будут вот такие вот пятна. Очень резкий, четкий переход, который не так-то просто затонировать краской. На границе с ранее осветленными волосами нужно аккуратно счесать краску, чтобы не образовалось никаких пятен. И ранее осветленные волосы мы не красим, хвостик убираем за край фольги. И следующую прядь мы пропускаем примерно 5 мм. Отделяем следующую прядь расческой, уже более крупной. И так попеременно, меняя расчески, мы прокрашиваем всю голову. Кстати, краску и окислитель разных фирм можно смешивать, а вот окислители разных фирм смешивать нельзя. То есть краску от капус можно смешивать с окислителем для волос от Estelle. Итак, мы переходим к височным зонам. И точно так же меняем расчески для мелирования. На височных зонах почти все волосы черные, и мы докрашиваем их до кончиков. Мы только что сделали прядь красной мелкой расческой, пропускаем тоненькую прядку и делаем новую прядь крупной черной расческой. Такие расчески для мелирования называются стайперы, и они продаются во всех крупных интернет-магазинах или в парикмахерских товарах. Итак, мы прокрашиваем зону за ушами и параллельно ведем визуальный контроль заранее осветленными прядями. На затылочной зоне уже все пряди осветлились, и можно снять фольгу для того, чтобы остановить реакцию и не дать сжечь волосы. И вот так после мелирования у нас выглядят волосы в мокром виде. Уже виден плавный переход из темных в светлые. И мы переходим к окрашиванию волос от желтизны на 3% окислителе. Краска Estelle 1076, как в палитре цветов, мы смешиваем с 3% окислителем. В инструкции пропорции 1 к 1 и время выдержки 35 минут. И для длинных волос нам понадобится целый тюбик краски, или может быть 1,5 или даже 2. И этот состав мы наносим на всю длину, кроме корней. Хорошо промазываем, вбиваем продукт прядь за прядью. И сразу после того, как мы намазали длину, мы переходим к окрашиванию корней тем же составом. И тщательно растушевываем переход у корней, где начинаются мелированные прядки. А сейчас я расскажу, какие краски убирают желтизну в разных фирмах. И вот тоники, которые я все перепробовала на своих волосах. Больше мне подошел Матрикс, потому что он не сушит волосы. А также фирмы Капус и Концепт. И вот краски из палитры Estelle, которые убирают желтизну, и вы можете сами тонироваться на 3% или 1,5% окислителя этими всеми красками. Это жемчужные, пепельные, фиолетовые оттенки. Последние цифры должны быть 6, 1 и 8. Подписывайтесь и смотрите наши видео.